Представьте, что вы религиозное меньшинство, живущее среди не всегда дружелюбного большинства, которое к тому же присвоило ваше священное писание, да еще и провозглашает, что только оно и толкует его правильно. Как вы можете высказаться, чтобы, с одной стороны, не навлечь на себя неприятностей, а с другой – все-таки утвердить свою точку зрения? Перед нами сцена с изображением Моисея и его семейства, направляющихся по повелению Бога в Египет, чтобы вызволить еврейский народ из рабства. Она прячется в одной из самых красивых еврейских рукописей – «Золотой Агаде», созданной в начале XIV века в Каталонии. Агада – это книга, которая используется во время седера – ритуальной трапезы на праздник Песах. А Песах – это один из важнейших праздников иудаизма, когда как раз и отмечается исход евреев из египетского рабства. Давайте вкратце вспомним библейскую историю. Евреи переселились в Египет при Иосифе, сыне Якова. Но из дорогих гостей довольно быстро превратились в рабов. Однажды фараон, решив, что евреев стало слишком много, даже повелел перебить у них всех новорожденных младенцев. Мать Моисея, чтобы спасти своего сына, положила его в корзину и отпустила по Нилу. Там его нашла и взяла на воспитание дочь фараона. Моисей вырос во дворце. Однажды он увидел, как египетский надсмотрщик избивает еврейского раба, и убил его. После этого ему пришлось бежать из Египта. Он нашел приют у племени мадианитян, женился там на Сипфоре, дочери верховного жреца, и спокойно пас овец до тех пор, пока посреди горящего куста ему не явился Господь и не сообщил, что он, наконец, смилостивился над евреями и решил вывести их из Египта, а Моисея назначает за это ответственным. Моисей с семейством отправился обратно на родину и потребовал от фараона евреев отпустить. Фараон не согласился, и ни чудеса, ни 9 насланных Господом казней его не убедили. Тогда Бог повелел евреям накануне последней 10-й казни заколоть барашков и пометить их кровью дверные косяки. Ночью он прошел мимо домов евреев, и они были спасены, а в остальных домах погибли все первенцы. После этого фараон наконец согласился отпустить евреев, и они вышли из Египта. Название праздника Песах как раз и происходит от слова «пасах» – «прошел мимо». В эпоху храма в эти дни полагалось совершить паломничество в Иерусалим и принести там жертву барашка в память о явленных евреям милостях и чудесах. Однако с разрушением храма в 70 году нашей эры практика жертвоприношений прекратилась, и празднование сконцентрировалось вокруг ритуальной семейной трапезы. Когда началось рассеяние евреев по всей тогдашней Айкумене, возникла острая необходимость этот ритуал упорядочить и кодифицировать. И вот так постепенно, где-то между III и VII веками, и была составлена пасхальная Агада – сборник различных текстов, связанных с праздником, проводящий еврейскую семью по всем этапам довольно сложного ритуала. Одни из самых роскошно украшенных агадот были созданы в XIV веке в Барселоне, где проживала богатая и процветающая еврейская община, стремившаяся в своих культурных запросах подражать местным элитам. Миниатюры в этих рукописях выполнены в стиле каталанской готики и отражают явные итальянские и французские влияния. А еще они заимствуют христианскую иконографию. Например, египтянка, оплакивающая своего погибшего первенца, это парафраз сцены оплакивания Христа. А в Моисее, возвращающемся с семьей в Египет, мы сразу узнаем бегство в Египет другого известного семейства – Марии и Иосифа с младенцем Иисусом, которые спасаются от Ирода. В прошлых выпусках мы уже говорили о том, что евреи, перенимая образы и сюжеты из европейской культуры, никогда не делали этого механически и бездумно. Напротив, они переосмысливали их в духе собственной традиции. Любой заимствованный у внешнего окружения образ в еврейской среде неизбежно получал новое символическое наполнение. Поэтому и расшифровывать его надо, исходя из контекста еврейской культуры. Давайте сравним эти две сцены – бегство в Египет и возвращение Моисея. При всем их сходстве в них есть несколько важных различий. Это, во-первых, количество детей. На руках у Сипфоры 2 младенца. А во-вторых, это возраст мужчины. Моисей молод, причем именно что подчеркнуто молод, у него нет бороды.
А в следующей же сцене он уже ею обзаводится и приходит к фараону солидным мужчиной. То есть художник явно хочет противопоставить молодого Моисея престарелому Иосифу и вступает таким образом в полемику с христианской культурой. Полемика здесь сконцентрирована на плодовитости. Если для христианства с его сложным отношением к телесности и с прославлением аскезы Иисус – единственный Сын Бога, рожденный от девственницы, сам никогда не знавший женщины и не оставивший потомства – это идеальная модель, то в контексте иудаизма все это не имеет никакой ценности. Для еврейской культуры крайне важны и плодовитость, и семейная жизнь, и родовая преемственность. И тут интересна еще одна деталь на этой миниатюре – дерево, раскинувшее свою крону прямо над головой Моисея. На некоторых изображениях бегства в Египет мы тоже видим дерево, но рядом с Марией. Это прямая отсылка к символизму Девы и Сына. В ветхозаветном пророчестве Исаии сказано: «Произойдет отрасль из корня Иессеева, и цветок произрастет от корня его». Иессей – это отец царя Давида. То есть это понималось как пророчество о приходе Мессии из дома Давидова. Христианские богословы, возводя родословие Иисуса к Давиду, как раз и называли его тем самым цветком на древе Иессеевом. Согласно апокрифам, крест, на котором распяли Иисуса, был сделан из ствола дерева, выросшего из ветки райского древа познания добра и зла, посаженной на могиле Адама. Таким образом, христианская теология замыкает смысловой круг. Адам согрешил против Господа, вкусив запретный плод от древа познания, и Иисус своей кровью на кресте, сделанном из этого же дерева, буквально смывает первородный грех. Поэтому нередко в западном искусстве Иисус, как финальное воплощение божественного замысла и обетования, изображается распятым на процветшем кресте, который метафорически становится древом жизни. То есть производящая сила Иисуса заключается в создании спасения для всего человечества. Для иудеев же, которые не признают Иисуса Мессией, крест распятия – это не древо жизни, а наоборот. Древо бесплодное, корень, произвращающий яд и полынь, если говорить словами Второзакония. На нашей миниатюре молодой, полный сил Моисей, отец двоих сыновей, выступает как яркая антитеза не только немощному Иосифу, но и самому Иисусу. Он ведь тоже в начале своей истории чудесный младенец, спасенный от покушавшегося на его жизнь тирана, и он тоже затем выступает как освободитель и избавитель. Но он, в отличие от бесплодного Иисуса, оставляет наследие. Это его Тора и его род, продолженный в сыновьях. И это и есть для иудаизма подлинное, плодоносящее древо жизни. Еще одна деталь – Моисей несет копье, хотя в тексте книги Исхода сказано, что он взял с собой свой жезл. Олег Воскобойников в одном из прошлых выпусков программы рассказывал о сломанном копье как символе побежденной синагоги. Копье Моисея цело. Еврейский народ не просто не сломлен, наоборот. С ним Господь, и он готовится восторжествовать над своими врагами. И, кстати, о врагах. Собака, которая бежит у ног осла, тоже символична. Во многих агадот, и сефардских, и ашкеназских, можно найти сцену охоты на зайца. Заяц выступает как символ преследуемого народа Израиля, а охотники и собаки – как его враги. В одной из каталонских агадот эта сцена прямо отсылает ко фразе «и притесняли нас египтяне». А вот в другой агаде мы видим очень характерный для Средневековья пример перевернутого мира. Собака подает кубок сидящему на троне зайцу. Эта сценка сопровождает текст «рабами были мы в Египте» и относится к будущим чаяниям. Мы были рабами, но однажды египтяне будут прислуживать нам. Под египтянами, безусловно, понимаются все враги и угнетатели еврейского народа. Не случайно в Золотой Агаде фараон изображен как европейский монарх, а преследующее евреев египетское войско как европейское же рыцарство. Тут можно вспомнить об историческом контексте. В 1306 и в 1322 годах, то есть в ту же эпоху, когда была создана наша рукопись, французские короли дважды изгоняют евреев из своих владений. И многие изгнанники находят прибежище как раз в Каталонии. И, наконец, осел, на котором едет Сепфора. Осел в еврейской традиции тоже непростое животное.
Комментаторы Танаха говорят о чудесном осле, который появляется в еврейской истории трижды. В самом ее начале, когда Авраам, первый человек, с которым Бог заключает завет, первый еврей, везет на нем дрова для жертвоприношения своего сына Исаака. Второй раз он приходит в кульминационный для общины момент освобождения из египетского рабства. За этим следует новый союз Бога уже со всем еврейским народом, который становится народом Всевышнего и получает Тору, а затем святую землю, Эрец Израиль. В третий раз осел появится в конце времени. На нем торжественно вступит в Иерусалим ожидаемый Мессия. И тогда свершится финальное искупление, и Бог заключит со своим народом Новый Завет. Таким образом, осел связывает воедино три временных пласта – прошлое, настоящее и будущее. Так же, как это делает и пасхальный седер. Цель седера – не только вспомнить историю, но и как бы пережить ее заново. Как будто она повторяется в каждом поколении, как будто она происходит лично с каждым из присутствующих. Это он выходит из духовного рабства, и это ему адресовано главное послание праздника. Господь всегда смотрит за своим народом, и однажды он снова будет свободным и соберется на своей земле. Евреи, празднующие Песах в средневековой Каталонии, в ожидании прихода Мессии и финального избавления, создают многослойные изображения, внешне повторяющие христианскую иконографию, но на самом деле нагруженные по отношению к христианству откровенно полемическим содержанием. Непонятным для стороннего глаза, но прекрасно считываемым своими. С вами была Ольга Караськова, программа «Бог в деталях». Наше следующее расследование выйдет через неделю. Подписывайтесь на наш канал «Идеи без границ».